Привет, друзья! Сегодня видео, наверное, больше понравится парням, но девушкам, уверен, понравится тоже. Мы с вами, как всегда, создадим пресет для Lightroom, старой и новой версии, для мобильной версии Lightroom и для камеры RAW. Эти пресеты вы сможете забрать по ссылке под видео. Вы сейчас, конечно же, все выключите ролик и побежите скачивать пресеты, так вот, не советую вам этого делать, пока вы не досмотрите видео до конца. Так как под каждую фотографию, которая снята в разных условиях, на разные камеры и объективы, для получения нужного результата, каждый раз нужны немного разные настройки. Поэтому для того, чтобы знать, как доработать пресет под свою фотографию, нужно понимать, как работает каждый ползунок. А это можно понять только посмотрев видео целиком. Блуждая по Instagram, я нашел и сразу подписался на этого замечательного блогера. Только вдумайтесь, 1,2 миллиона подписчиков. Круто, блин! Dylan First обрабатывает в очень интересном стиле. Когда я смотрел ее фотографии впервые, я подумал, что чувак снимает ночью или в сумерках. Потом присмотрелся, да не, это же обработка. И такой сумеречный эффект мы сейчас с вами научимся создавать при помощи Lightroom. И лучше, конечно же, если ваши снимки, с которыми вы будете работать, как и у автора, будут сняты в пасмурную погоду. Ну, либо в кадр не попадает солнечный свет или яркое небо. Тогда такая тонировка будет смотреться просто шикарно. Но мы попробуем такой стиль применить и к светлым фотографиям. Хватит болтать, это я себе. Приступим. Вот этот снимок возьмем за образец, а обрабатывать будем вот эту фотографию, которая открыта у меня в Lightroom. Итак, анализируем обработку. Экспозиция понижена для создания такого эффекта сумрака. На этот эффект работает также агрессивное сплит-тонирование сине-циановых оттенков, причем как в тени, так и в цветах. Желтый немного затемнен, зеленый приглушен, его тут почти не видно. На других снимках он его убирает в изумрудный оттенок, снижает насыщенность и светимость. Ну, в общем, все понятно. Поехали. Начинаем, как всегда, с базовых настроек. Покручу немного баланс белого, сделаю снимок холоднее и уберу из тинта фиолетовый. Он вообще лишний на таких снимках. Понижаю немного экспозицию и контраст. Полностью уберу цвета и белый. Понижу немного черный, вытяну тени. Добавлю четкости. Хватит. Уберу насыщенность, но добавлю немного сочности. Или даже побольше. Немного позже я еще поработаю с тоновой кривой, и в конце обработки еще посмотрю базовые настройки, если они меня не будут устраивать. А сейчас переходим в калибровку. Синий уводим в циан, где-то 15, думаю, будет достаточно. Насыщенность трогать не буду. Зеленый перевожу в сторону изумрудного, где-то 30-35, и снижаю насыщенность примерно на 15-20 в минус. Красный из розового передвину в сторону оранж, где-то 15-17, и убавлю немного насыщенность. Переходим в панель HSL. Итак, Hue. Красный в сторону оранжевого, чуть-чуть. Из оранжевого уберем желтые оттенки, желтый в сторону оранжевого. Зеленый переводим в изумруд. Аква оттащим от циана, а синий наоборот уберем в циан. Пурпурный я передвину в сторону синего. Его тут нет, но для пресета нам нужно убрать, чтобы не было паразитных оттенков в будущем. Мадженту не трогаем вовсе. Теперь насыщенность. Красный где-то плюс 25. Оранжевый плюс 15. Желтый убавим посильнее. Зеленый тоже. Аква тоже уберем. Минус 80. Синий минус 65. Пурпурный и мадженту уберу где-то в минус 75. Перехожу в светимость. Красные не буду трогать. Оранжевые немного понижу до минус 15. Да. Наверное так. Желтый сделаю светлее для контраста. Вот так, наверное, будет хорошо. Так, зеленый потемнее. Этого будет достаточно. Аква посветлее. И синий сделаю тоже немного посветлее. Пурпурный и мадженту не трогаем. Так, идем дальше, переходим в сплит-тонирование. Итак, тени. Зажимаем Alt и подбираем нужный оттенок теней.
207. Похож на авторский цвет. Оставим его. Теперь отпускаем Alt и тащим вправо насыщенность. Где-то 45. Вот 50 самый то. Много для стандартной тонировки, но здесь это в самый раз. Теперь цвета. Зажимаем Alt и подбираем нужный оттенок в цветах. Думаю, вот это самый тот цвет. 225. Отпускаем и двигаем насыщенность вправо где-то на 25-30. Ну, думаю, мы угадали. А на ваших снимках смотрите внимательнее. После применения пресета, возможно, придется отрегулировать для получения нужных оттенков. Теперь тоновая кривая. Ставим 3 точки. Темная, средняя и светлая. Точку черного немного поднимаем вверх. Сделаем тени помягче. А соседнюю точку немного опустим вниз. Среднюю немного поднимем. А самые светлые сделаем потемнее. И получаем белый, как на образце. There good. Переходим в детализацию. Смотрите, чтобы ваша фотография не зашумела лишним зерном. Я вытащу ползунок примерно на 70. И немного добавлю в детализации 45-50 будет в самый раз. Теперь добавим небольшую виньетку. Да, вот так получилось очень даже неплохо. Последний штрих, немного поправим экспо и сделаем картинку поконтрастнее, как у Дилана. Немного повышу контраст. Так. Подвигаю немного белый. Наверное, вот так. Угу. И немного черный. Нужно подобрать оптимальное значение. Вот, пожалуй, вот так. Все, готово. Этот результат меня устраивает. Давайте уберем образец, раскроем Lightroom на весь экран и посмотрим, какая фотография была до обработки и какая стала после. ОК, сохраняем пресет. Снимаем галочки на экспозиции и балансе белого. Это настраивается под каждый снимок отдельно. Создать. Применим наш пресет на похожий снимок. Сначала поправляем баланс белого. Делаем снимок немного холоднее, если он теплый. И теперь применяем пресет. Подрегулирую немного экспозицию. Немного покручу базовые настройки. Итак, было, стало. Попробуем применить пресет к снимку, снятому в дневное время суток. Баланс белого тут я трогать не буду. Применяю пресет. Уберу светимость белого за счет снижения. Тонировка получилась слишком агрессивной. Давайте немного снизим ее значение. И еще. Я бы усилил виньетку. Вот, так мне кажется намного интереснее. Итак, смотрим до и после обработки. Вот еще одна фотография. Ну, такие снимки, как этот, наверняка у вас есть, и вы не знали, что с ними делать. Пробуем. Баланс белого делаем немного холоднее. И применяем пресет. Так, тут надо сильнее убрать экспозицию в минус. Убираем. Снижаем светимость. И как видим, снимок стал темный. Контраст упал, и птица просто потерялась. А она должна выделяться на этом темном фоне. И если мы попробуем этот снимок осветлить, подвигаем ползунки, то, к сожалению, наш созданный эффект, этот стиль сумрака, теряется. Надо нашу птичку как-то спасать. Птичку жалко. Так, мне кажется, у меня есть идея. Усиливаю эффект виньетки. Будем стремиться к единому стилю. Так. Угу. И теперь доработаю фотографию немного кистью Adjustment Brush. Активируем кисть. Все значения нулевые.
Ну вот экспозицию ставим где-то на +1 и проводим кисточкой по светлым участкам. Теперь немного подрегулируем экспо, пожалуй так. Смотрим результат. Было, стало. Отлично. Итак, друзья, пресеты скачайте по ссылке под видео. Не забывайте, что каждая фотография требует индивидуального подхода, и любой пресет нужно дорабатывать. Давайте сейчас посмотрим еще несколько снимков. Вот это была у меня базовая обработка. Здесь снимок с наложенным пресетом. И здесь я фотографию доработал до нужного результата кисточкой Adjustment Brush. На этом, друзья, все. До новых встреч, отличных вам сюжетов и миллион подписчиков.